two levels of communication going on. То есть происходит два уровня взаимодействия. One is the communication of the moment. Одно – это взаимодействие в данный момент, doing an experiment. когда мы делаем какой-то эксперимент. But the other is А другой how we engage in this experiment – это как мы включены в этот эксперимент. Makes the hope side more confident. Чтобы в большей степени, более уверенно проявлялась сторона надежды, or brings the dread side или сторона ужаса, to the fore. которая выходит на первый план. Do you understand? Is this making sense? Для вас это понятно? Это в этом смысл улавливаете? You could say the hope and the dread live in a figure ground oscillation. Could. Вы можете сказать, что надежда и ужас, они живут вот в этой такой изолированном взаимодействии фигуры и фона. And okay, for those who didn't read the article, Для тех, кто не читал статью, whichever is in the foreground, the hope or the dread, что бы ни находилось на первом плане, надежда или ужас. My idea is that I, as the therapist, am always playing a part in the emergence of the hope or the emergence of the dread. Моя идея заключается в том, что я как терапевт всегда играю некоторую роль в том, что сейчас появилась надежда или ужас. That's a contextualist notion. Это такое контекстуальное замечание. I presume that's familiar. Я предполагаю, что вам оно знакомо. Yeah, okay. Now, one of the differences between a classical view of transference И одно из различий между классическим представлением о трансференции and the way I'm thinking about this hope and dread и тем, как я думаю про вот эту динамику надежды и ужаса, is that I'm not very interested in the following question. мне вот следующий вопрос не очень-то интересен. How much of a part do I play? Насколько большую роль я играю? That question cannot be answered. На этот вопрос, может быть, вообще никогда ответа не будет. But it's often asked by gestalt therapists Но этот вопрос очень часто задают гештальт-терапевты and by classical и analysts. классические аналитики. But gestalt therapists shouldn't be asking that question Но гештальт-терапевтам не следовало бы задавать такой вопрос. because it presumes that there is a reality that can be known. Потому что это предполагает, что существует какая-то реальность, которую можно вот узнать. Rather than staying open to the idea that reality, our grasp on reality is always partial, Вместо того, чтобы оставаться открытым в той идее, что та реальность это просто какой-то вот такой кусочек реальности, который мы можем захватить. it's shaped by our subjectivity. И он оформлен, ему придается форма в результате нашей субъективности. It's open to revision through dialogue. И это может быть пересмотрено в ходе диалога. And the reality of the other person А реальность другого человека is equally valid as mine. в той же степени значима, как и моя. I want to underline that sentence. Я бы даже подчеркнула это предложение. When you think in terms of transference, Когда вы думаете, рассуждаете в понятиях переноса, what you're saying to the patient is, то, что вы говорите пациенту, это patient, you are distorting. пациент, ты сильно порушен. You're confusing me with someone else. Ты меня с кем-то путаешь. That puts you above the patient, И это ставит тебя над пациентом. and it says that you believe your view of И reality это означает, что вы верите, что ваш взгляд на реальность is more accurate than theirs. более точный, чем его.
I think that is what could be called an unearned privilege that we grant ourselves as therapists. Unearned. Я думаю, что это некоторая незаслуженная привилегия, то, что мы можем реализовываться как терапевты. It's a dangerous use of our power. Это очень опасное использование нашей власти. And it means I don't have to seriously consider what my patient is saying about what it's like to be with me. Это означает, что я не должна серьезно относиться к тому, что мой пациент говорит о том, как ему со мной быть. So I want to throw that question of how much of a part do I play. Поэтому я отбрасываю этот вопрос, насколько большую роль я играю для своего пациента. What I'm interested in А то, is что мне интересно, how do I play a part? каким образом я играю эту роль, каким образом я влияю, участвую. How does my being Как мое присутствие stir your fixed gestalt touch, затрагивает, актуализирует ваши зафиксированные гештальты. How does my being activate your hope? Как мое присутствие активирует вашу надежду. How does it activate your dreads? Как это активирует ваш ужас. And let me tell you why I like that kind of conversation so much. И давайте я вам скажу, почему мне нравится вот такого рода рассуждение. Most immediately, Почти сразу же we get to learn мы узнаем how the patient's ideas about themselves and the world какие представления, какие идеи у пациента о нем и его мире, о себе самом. How they are triggered by certain things in their environment. Каким образом они заводятся какими-то определенными обстоятельствами своей жизни. I'm the environment. Я в данном случае его окружение. I'm working with a patient. Я работаю с пациентом. And I make a little joke. Я пошутила немножко. Americans make jokes a lot. Американцы много шутят. Bad jokes. Дурацкие шутки. The British tell us we make bad jokes. Это британцы нам так говорят, что у нас дурацкие шутки. And my patient becomes bright red. И мой пациент сразу так резко покраснел. And they go like this. Сделал вот так. And we talk about И мы поговорили, how my little joke как моя маленькая шутка humiliated them. унизила его. Now, then they end up feeling, this patient, I'll say she, because it was a she. Потом этот пациент, эта женщина, потому что это была женщина. Then she feels ashamed Потом она почувствовала стыд of being humiliated за то, что она была унижена by such a little joke. из-за такой маленькой паршивенькой шуточки. But as we talk more, Но когда мы еще больше поговорили, we find that what I think of as a little joke то, что для меня казалось маленькой шуткой, was a big put down. для нее было большим унижением. And she grew up in a family Она выросла в семье, where the only time humor was used в которой юмор использовался только тогда, was to humiliate her. чтобы как-то ее унизить. So, of course she's going to have that reaction. Поэтому, естественно, у нее была именно такая реакция. And one of the times when I may speak like an analyst И как раз тогда, когда я могла бы говорить как аналитик, is that I might draw that connection for her. чтобы я могла показать эту связь ей. If I know her well enough. Если я ее хорошо знаю, я могу ей показать эту связь. You know, I might be able to say Я могла бы сказать something like, of course I humiliated you. Конечно, я тебя унижаю.
when else has humor ever been used with you? Разве еще для чего-то юмор используется в общении с тобой? Only to hurt you. Только для того, чтобы тебя обидеть. That's an interpretation. И это будет интерпретация. It's a very friendly Но очень interpretation. дружелюбная интерпретация. It validates her way of making sense of the world. Потому что здесь есть признание того, как она придает смысл миру. So there we also come up against this question. Мы часто встречаемся с этим вопросом. Did I mean to humiliate her? Имею ли я в виду ее унизить? Was that my intention? Вот этой своей интенцией. And if we're good field theorists, Если мы хорошо так пользуемся теорией поля, we have to say, тогда нам приходится говорить: I can never know. я никогда не знаю. I can never know whether or not I intended to humiliate her. Я никогда не знаю заранее, есть у меня тенденция унизить ее или нет, хочу я ее обидеть или нет. I can only know Я могу только знать what I am aware of, то, что я осознаю. and that's not the whole of me. А это не все про меня. So if my patient asks, is that your intent? Если мой пациент спрашивает: ты нарочно? I might say, Я могла бы сказать: not that I'm aware of, не настолько, чтобы я это осознавала. but that doesn't help much. Но это не очень помогает. The lesson we need to learn here Тот урок, который мы должны отсюда извлечь, is that using humor with you humiliates you. это то, что когда с тобой шутят, тебя это унижает. And if I intended to humiliate you, И если у меня есть намерение унизить тебя, we'll find out мы обнаруживаем, because it'll show up again in other ways. потому что это тогда будет проявляться еще и разными другими способами. So keep your eye on it. Поэтому смотрите на это внимательно, будьте бдительны. And when you feel humiliated by me, let's stop the action И если ты чувствуешь, что я тебя как-то унижаю, обижаю, давай тогда остановимся and try to unpack it together. и постараемся вместе это рассмотреть, So in развернуть. the immediate sense, we learn something about what are the cues that trigger her worst ideas about herself, her humiliated self. И таким образом мы в тот же момент можем обнаружить те вещи, которые запускают ее вот это плохое отношение к себе, ее самоунижение. In that ongoing underground sense, or what I call the meta level, the second level of И communication, вот в этом продолжающемся уровне, который я называю метакоммуникацией, something else very important is going on. происходят еще очень важные вещи. With any luck, the patient feels a little safer with me because I'm not going to tell them they're wrong. В какой-то момент пациенты чувствуют, что им очень повезло, когда они рядом со мной, потому что я им не говорю, что они не правы. They also feel safer Они также чувствуют себя в большей безопасности, я очень на это надеюсь, because they're learning they can manipulate the environment. That is, they can talk back to me. потому что они чувствуют, что они могут безопасно манипулировать окружением, то есть они могут разговаривать со мной. They can shape our relationship with me. Они могут оформлять наши отношения, придавать им форму вместе со мной. And those two things also strengthen trust in the attachment between us. И эти вещи также усиливают безопасность привязанности и силу привязанности между нами. If this is done over and over and over and over again. Если вот так снова происходит, Do you have a question? у тебя вопрос? No. Oh, Just okay. Does this make sense? Для вас это имеет смысл? Okay. Are there questions or objections? Какие-то вопросы или возражения? Хочется дослушать до конца. Would like to listen to up to the end. Okay.